сочные поджаристые зразы с луком и сыром. Невероятная вкуснятина, друзья. Смотрим до конца. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свои рецепты. Сегодня мы приготовим зразы. Это одно из моих любимых блюд, польское блюдо, украинское. Она очень популярна у нас на Кубани. Вот такая вот штуковина. Готовится очень просто. Давайте посмотрим, что у нас на столе. У нас 5 отваренных куриных яиц. Далее у нас идет перец с горошком, приправа к мясу. Можете взять какую-то свою любимую приправу. Соль, естественно. Хлеб, замоченный в молоке. Он уже почти размок. 2 кусочка белого обыкновенного хлеба. Сыр около 30 грамм, также 25 грамм масла сливочного. В качестве зелени можете взять петрушку, укроп, лук, все, что вам любимо и дорого. У нас здесь укроп. Далее килограмм фарша. Сейчас в тренде мясо куриный фарш. У нас куриный фарш. Яйцо одно, которое уже разбилось, мы сейчас его добьем и тоже отправим сюда. Также это головка репчатого лука и 2 зубчика чеснока. Первое, что мы начинаем делать, подготавливать фарш. Разбиваем туда яйцо, нам одного будет достаточно. Также добавляем сюда обязательно 2, можно, кстати, 1 большой, можно 2 средних зубчика чеснока. Сюда же соль по вкусу. Друзья, вот по вкусу сыпьте, не буду говорить сколько, потому что у каждого свои предпочтения. Черный перец горошком. Приправа к мясу, я уже сказал, я добавлю. Вы можете добавлять то, что вам нравится. Смотрите сами. Она сюда хорошо заходит. И опять же, много слишком я тоже не стал бы ее добавлять. Так, сейчас все это дело хорошенько размешиваем. Прямо руками. У нас руки чистые, мы же на кухне находимся. Превращаем сейчас это все в однородную массу. Кстати, сюда же скидываем хлеб. Не надо с молоком. Молоко мы дольем, если будет необходимость, если будет слишком сухой фарш. Потому что хлеб у нас впитал молоко. Итак, влаги здесь, я думаю, будет достаточно. Размешиваем, в общем, все это дело. Так. Хорошенько его размешали. Затем нам надо будет его отбить, чтобы весь лишний кислород вышел, он стал более плотный. Тоже не ленимся, это делаем. Вот так вот. Отбили фарш, когда хорошенько. Пускай он постоит, а мы займемся начинкой. А сейчас нам надо будет нарезать лук, яйца и укроп. Начинаем с лука. Половина будет достаточно головки, даже чуть больше у меня здесь. Как только разобрались с луком, пускаем в расход сразу же зелень. Зелени у нас тут не так много, а ее много и не нужно. Так, все это можно смешать и вот так еще раз пройтись хорошенько. В общем, зелень с луком порезали. Перемещаем все это сейчас в тарелочку. Так. И далее нарезаем на этой же доске яйца вот таким вот способом, обыкновенным. Сильно не мельчим, но и крупно слишком тоже не нужно. Так вот пойдет, таким кубиком. С яйцами разобрались тоже, нарезали кубиком. Выкладываем в тарелку. И сейчас надо будет обязательно нам добавить, вы, наверное, догадались уже, сюда сыр и масло. Сыр твердых сортов, естественно, надо натереть его на мелкой терке. И масло где-то грамм 25. Кстати, сыр, я говорил уже, по-моему, что где-то грамм 30, чуть больше. Масло нам нужно для связки, чтобы все было более сочное. И связать вообще вот это вот все дело, всю эту смесь. Вообще существуют очень разные начинки. И мне нравится особенно вот эта начинка, которую я вам демонстрирую. Сейчас это все перемешиваем в однородную массу. Сильно не давим. Масло, оно, кстати, у нас уже подтаяло. Нам надо, чтобы это стало однородной массой. Сюда обязательно тоже добавляем по вкусу соли и черного перчика. Затем перемешиваем.
С начинкой разобрались, фарш тоже настоялся, и очень важная деталь — это панировка. То есть вы можете взять панировочные сухари, они продаются, если вдруг у вас нет, вы упустили этот момент, можно просто хлеб взять и на терке натереть корочку хлеба. Без проблем, тоже отлично зайдет с мукой. Вот такая панировка. Сейчас следующим образом поступаем. Нам надо формировать котлеты уже начинать. Берем немножко фарша, вот такой вот кругляшок, этого будет достаточно. Делаем вот так вот плоскую котлетку, сантиметра где-то толщиной, может быть чуть больше. Кладем ее сюда. Далее берем 1 ложку начинки и аккуратненько укладываем в середину. Обратите внимание, что у меня здесь рядом стоит водичка. Это в случае необходимости вот так вот руки смачивать, чтобы было удобно работать. И сейчас аккуратно фаршем закрываем начинку. Закрываем ее таким образом, чтобы ее вообще не было видно, никаких не было швов. Получилась такая одна большая котлетина. Если нужно будет добавить фарша, то добавляем. Вот такая вот котлетина получилась. Делаем аналогичные. Далее такую котлету обваливаем в панировочке. Вот так вот сверху можно присыпать. И выкладываем на доску, которую мы приготовили заранее. И, как я уже сказал, делаем аналогичные котлеты, чтобы нам их сразу вместе кучкой жарить, готовить, печь, как угодно. Поехали! И сейчас в раскаленное масло в самый раз отправляем зразины. Они у нас такие конкретные, большие такие зразины для мужика, для настоящего. Вкладываем. Так. И поджариваем с каждой стороны до золотистой корочки минуты по 3,5. Вот так вот аккуратненько переворачиваем. Обратите внимание, как вот хорошо поджарились они. С каждой стороны они так должны поджариться. Далее мы убавляем огонь и накрываем крышкой. Также некоторые добавляют воду для того, чтобы они на пару доходили. Хотя курица, она и так готовится быстро, это делать не обязательно. Тут уже смотрите сами. Ждем результата. Итак, друзья, наконец-то наши зразы уже готовы. Я их посмотрел. В общей сложности они готовились где-то минут около 30. То есть по 3,5 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Затем накрываем крышкой, убавляем огонь на минимум. И они готовятся еще где-то минут 20-25. Сейчас посмотрим, что получилось. Такие увесистые, клевые. Запах обалденный на кухне стоит. Посмотрите, какие они румяные, поджаристые. Обалденно пахнут. Какие они клевые. Прям аппетитные, хочется их уже попробовать, что мы сейчас и сделаем. Выкладываем на тарелочку аккуратненько. Наконец-то, друзья, самый приятный момент — это дегустация, это кушать, пробовать результат. Давайте выберем самую классную такую зразину, хорошую босявую, и ее прям отрежем. Не будем тарелки другие марать. И посмотрим, что у нас получилось. А то вы посмотрите, какая она внутри. Сочная, офигенная, просто так и хочется ее откусить и прям покушать. Да, там все шкафы. Да, сейчас пробуем я вот этот кусочек большой. Сейчас Андрюхе тоже дам, отрежу. Она обалденная. Сочная. До чего я люблю пирожки с луком и с яйцом. А тут, представляете, сыр еще. Он внутри расплавился. Помните, я еще добавлял сливочное масло. Оно растеклось, все такое нежное, сочное. Только за место теста, да, если говорить о пирожках, здесь мясо, то есть это заразный. Обалденная вкусная штука. Готовится, вы видели, насколько это просто и быстро. Друзья, с вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт». Обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, кто не подписался, ставьте лайки, не забывайте нажимать колокольчик и приходить на наши прямые эфиры. Всем пока!